Всем привет, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Я поливаю свои орхидейки и протираю им листочки. Я каждую достаю, осматриваю, и посмотрите, что я заметила. Моя орхидейка Лека Фантастик, которая с деточкой, они все как-то не очень хорошо растут. Эта орхидейка немного ослабла. У деточки потерян тургор. Мамочка тоже не в очень хорошем состоянии, хоть у нее и растут корни. А вот корни, видите, то ли деточки, то ли мамочки, все скукоженные. Это пристволовая деточка. Давайте-ка все-таки мы их уже отсоединим друг от друга и не будем мучить. Помните, недавно я уже отсоединяла деточку, правда, на цветоносе. Там тоже у деточки был потерян тургор, но я ее пересадила, положила лежа, и с ней сейчас все хорошо. Давайте я, кстати, вам ее покажу. Вот она, видите, с ней все замечательно. Надеюсь, с этой орхидейкой будет то же самое. Пойдемте ее пересадим. Я уже не могу на это смотреть. Я уже все приготовила для пересадки. Мелкую кору. Это мох, который я собирала сама в лесу, и кора, которую я собирала в лесу. И приготовила кокосовое волокно. Ну что, давайте приступим. Нашла самое светлое место в квартире для съемок. Сейчас с солнцем проблемы, хоть оно только что и было, оно уже спряталось. Как я не оттягивала момент с пересадкой, но кто это сделает, если не я? Как бы мне не было страшно, все-таки придется. Не хочется потерять ни мамочку, ни деточку. Какие-то они очень уж ослабленные. У мамочки корни не очень хорошие в горшке. Много испорченных, хороших. Я даже не знаю, есть ли они. Вот этот только если. Вот этот только если. Посмотрим. Ну, давайте доставать. Надеюсь, в пересаженном виде они будут расти лучше. Да, понятно почему орхидейка теряет тургор. И деточка, и мамочка. Здесь корней практически нет. Только вот новые, которые растут. И как раз при пересадке мы их заглубим в посадку. Давайте я вам поближе покажу. Видите, здесь ужасная картина. А еще и деточка. Да, тяжело было орхидейке. Так, давайте уберем весь старый грунт. Конечно, мы его немножко добавим в посадку. Вот мох так точно нам не пригодится. Немножко есть корневод твердый, не пустой. Вот сейчас уберем все гнилое и увидим. Вот хороший корень, тверденький. Я гнилой филамент снимаю, сухой, который снимается. Немножко корней все-таки есть, бедная орхидейка. Они ее хотя бы питали. У орхидейки на стволике есть чешуйки. Сейчас я их все поснимаю. А то они будут мешать расти новым корням. Вот еще чешуйки. Вот. Так, по возможности сняла чешуйки. И я хочу немножко омолодить орхидейку, обрезать ей часть стволика.
Вот совсем немножко чикну. Видите, сухие корни. Так. Видите, как хорошо, что растут новые корешочки у мамочки, и у деточки пробиваются. Ну что, настал самый ответственный момент. Сейчас мы будем разделять деточку и мамочку друг от друга. Вот стволик деточки, а вот стволик мамочки. И нам надо их аккуратненько разделить. Так, на чем они тут держатся? А давайте-ка мы не будем выдумывать, а просто срежем. Вот видите, тоненький стволик. Это на нем держится деточка. Сейчас я протру ножницы и отрежу этот стволик. Я протерла ножницы спиртом, и давайте еще разочек попытаюсь вам показать. Слева материнское растение, а справа деточка. Деточка держится вот здесь. Вот я хочу чикнуть. Давайте приступим уже. Сколько можно тянуть? Так. Не знаю, будет вам что-то видно. Вот и все. Деточка отделена. Оказывается, у нее не так уж и много корней. Но немножко все-таки есть. Я думала, у нее больше корней. Я думала, те воздушные это деточкины. Но ничего, все равно они с мамочкой уже не росли, а мучились. Так, сейчас я поубираю чешуйки со стволика. На стволик капну перекись водорода. Давайте, пока подсыхает деточка, посмотрим, что там с мамочкой. Так, здесь тоже капну перекись на месте среза. И на шее, хотя она сухая, где мы стволик чикнули, все равно зашипела. И на месте, где отделяли деточку, на срезе тоже надо капнуть перекись. А на этом пока все. Теперь местам среза необходимо подсохнуть хорошенько, для того, чтобы сажать орхидейки в посадку, чтобы не занести никакую инфекцию. Продолжу я теперь уже завтра. Буду сажать орхидейки. Не знаю, получится у меня вам показать посадку. Я постараюсь. Да, не получится сегодня сажать. Надо будет все это оставить до следующего раза. Хочется сделать все по-быстрому, но спешка здесь ни к чему. Нужно подождать обязательно, чтобы срезы подсохли. Возможно, сегодня вечером посажу, посмотрю. Может, к вечеру уже подсохнут и посажу. Тогда покажу вам пересадку.
Ну а пока я с вами ненадолго прощаюсь. Ну а чтобы не терять время зря, я налила в кашпо теплую воду и хочу поставить туда орхидейки листиками в воду, чтобы они попили. Деточку также. А, кстати, у нее здесь есть листики маленькие. Видно вам? Я ей их надорвала. Там растут корешочки. Вот видите, здесь растет корешочек. Я отодвинула листик, чтобы дать ему возможность лучше расти. И здесь тоже. У нее есть, конечно, 2 корешочка, но этого очень мало. Конечно, по-хорошему снять бы этот листик, совсем маленький. Посмотрим, может, у меня это получится. Просто я боюсь вот эти бедные 2 единственных корешочка нечаянно оторвать, когда буду листик отрывать. Так что не буду рисковать. Так, а сейчас погружаем листики в воду. Пускай они пока попьют. Пускай пьют до вечера. Вечером я уберу их из воды. Пойду пока поливать свои орхидейки дальше и протирать им листочки. И, возможно, вечером уже пересажу эту парочку. Ну что, друзья, наступил вечер. Срезы у орхидеек подсохли. Я приготовила разные виды горшочков и разные размеры. И сейчас буду примерять орхидейки. Они у меня весь день стояли листиками в воду. Ну, для этой орхидейки, скорее всего, такой горшочек. Так. Давайте сразу ее посадим, а потом другой орхидейки будем примерять горшок. Давайте подготовим грунт для маленькой орхидейки. На дно положу крупные кусочки коры для аэрации и для вентиляции. Так. Даже не знаю, как вас разместить, чтобы вам было лучше видно. И далее кокосовое волокно. Его орхидейки очень любят выращивать корни. Вот такой кусочек хороший. Можно даже еще чуть-чуть. И давайте присаживать орхидейку. Так. На дно можно кусочки покрупнее. И далее мелкие кусочки. Орхидейка уже держится в горшочке. Так, я, кстати, забыла про мох. По бокам ведь нужно пустить мох. Давайте-ка, пока не поздно.
Сейчас я палочку возьму. У меня живой мох. Так, по краям. И палочкой от суши. Сейчас я его пропихну по стеночкам горшка. Так, у меня здесь где-то был корень, но он не на самом краю. И по всему периметру горшка опускаем мох. Так, вас пока пониже опустила, чтобы вам было видно, что тут происходит. Видите, на среднюю часть посадки кладу мох. Так, кажется, я уже его почти везде положила. Вот здесь осталось. Засыпаю мелкой корой. Я заглубила шейку орхидеи в посадку, чтобы она побыстрее начала растить корни. Только не рядом с шеей, подальше от шеи надо мох раскладывать, а то шейка может загнить. Так, это у нас деточка орхидейки. Сейчас мы будем саму мамочку сажать. Так, еще немножко мха. С точки роста сдуло, какие-то кусочки были. Так, мха надо не жалеть, у меня его много. Так, все. И посмотрите, что у меня получилось. Орхидейка ровненько сидит в горшочке. Корни пока не проглядываются, но я надеюсь, в ближайшее время корешочек дорастет до края посадки. И давайте покажу, как выглядит посадка сбоку. Надеюсь, орхидейке понравится, и она очень быстро нарастит корешочки. Я буду стараться, чтобы посадка была всегда немножко влажной, чтобы она не просыхала. Так корешочки быстрее начнут свой рост. Ну, давайте теперь приступим к материнскому растению. Деточку пока убираем. Поливать я буду примерно через сутки. Так, и давайте мамочки подберем горшочек. Давайте покажу вам сверху. Так, по идее сюда подходит, но чтобы сделать нижний слой из крупных кусочков коры, и чтобы вот эти верхние корни поместились в посадке, мне кажется, вот этот горшочек больше подойдет. Здесь и места побольше для того, чтобы насыпать крупные кусочки коры. И корни, мне кажется, лучше поместятся. Давайте пробовать, начинать. Пока пускай орхидейка здесь побудет. А этот горшочек подготовим для посадки. Ну, давайте засыпать на дно крупные кусочки коры. Так,
Теперь кокосовое волокно. Побольше. Я прям не жалею ничего для этой орхидейки. Мне ее так жалко. Такой красивый сорт. Это Лего Фантастик. Такая красотка. Так, смотрите, как у меня получилось опустить корни в посадку. Один корешочек так и остался наружу. И сейчас я буду засыпать кору из старой посадки для заселения микрофлоры, которая была в предыдущей посадке. Для того, чтобы заселить микрофлору, которая уже была у орхидейки, к которой она привыкла. Так. Побольше насыпем. Она, кора тут хорошая. Так. И новую мелкую кору дальше буду засыпать. И можно немножко моей коры, которую я сама варила. Мелкие кусочки. Так, можно постучать, чтобы кора провалилась. Так, далее мох по стенкам горшочка. Мох еще влажный. Так, где у нас тут корешочки? Я, кстати, заметила, если корни во время пересадки ломаются, они потом подсыхают и даже дальше растут. Так что, конечно, надо быть аккуратными, но если что-то сломалось, ничего страшного. Так, мох положили, и дальше можно засыпать кору. Кора, которую я варила, наконец-то подсохла. Так вот, я горсточку набрала и буду засыпать в посадку. Так, и с другой стороны. Так, и теперь мох.
Ну и все, материнское растение я тоже посадила. Разложила мох поверху горшка. Около шеи мха нет. Там кора. Новые корешочки. Надеюсь, скоро врастут в мох и в кору. Такая красота у меня получилась. Давайте покажу вам, что сбоку. Здесь тоже пока, к сожалению, не видны корни. Но надеюсь, скоро ситуация исправится. Такая вот посадочка у меня получилась. Это материнское растение, а это деточка. Надеюсь, в скором времени они нарастят новые корни, листья, и все с ними будет хорошо. А я буду прощаться с вами, друзья. До скорой встречи, до новых видео. Пока-пока. Всем привет, друзья! Сейчас я монтирую для вас видео пересадки вот этих двух красоточек. Это Лека Фантастик, материнское растение, и деточка, которую я отделила. Я снимала для вас отделение деточки, посадки. Была очень сложная ситуация, но вы все видели. И в конце видео я решила доснять для вас кусочек. Хочу показать, как поживают орхидейки после пересадки. Давайте первую покажу вам. Материнское растение. У нее все замечательно. У нее восстановился тургор у листиков. Растет новый листик. И растут корни. Вот здесь вот растущий корешочек с зеленым кончиком. И все корни воздушные, которые я пустила в посадку, они живые. Вот, посмотрите. Сейчас разверну. Ни одного пропавшего корня я не наблюдаю. Все хорошо у орхидейки. Корней пока растущих немного, но все-таки они есть. Так что посадка пошла на пользу орхидейке. Она себя очень хорошо чувствует. Ну, увидела еще один корешочек пробивается между листиками. С материнским растением, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Давайте покажу вам малышку, которую я пересаживала. Я решила сменить ей посадку на более влагоемкую. Я посадила ее в мох. На дно положила керамзит мелкий, потом немножко кокосового волокна и мох. Все-таки в мхе орхидейки гораздо лучше растут. Особенно те, которым нужно нарастить корни. И вот уже один корешочек растущий ползет к стеночке горшочка. Кстати, у орхидейки, у этой малышки тоже восстановился тургор. Она уже не в таком плачевном состоянии. Так что, слава богу, у нас все хорошо. Если кто-то переживал во время посадки, вот, отчитываюсь перед вами. Ну а на этой прекрасной ноте буду прощаться с вами, друзья. Желаю вам всего самого доброго, счастья, мира, добра, здоровья, чтобы ваши орхидейки радовали вас. Пока-пока, до новых видео.